Que calor, que calor. Так говорят испанцы, когда им очень жарко. А именно сейчас такое время в Испании. И сегодня я бы хотела рассказать о том, что нужно знать о лете. Как к нему подготовиться, если вы сюда приезжаете, особенно в июле и августе. Самые жаркие месяца. А также они самые насыщенные и огромное количество туристов. Ну что, пойдем разбираться, какое лето в Испании, особенно в Андалусии и в Малаге. Поехали! Ну, начну я, конечно же, с жары. Жара – это понятие не относительное, потому что почему-то многие туристы именно летом, когда приезжают, у многих отпуска просто летом, и они хотят посмотреть такие красивые города в Андалусии, как Севилья, Кордоба, Гранада. Вы в них были? Напишите в комментариях, кто был и как вам вообще понравились. Так вот, туристы приезжают обычно летом туда, и почему-то не знают, что там просто нереально жарко. Севилья считается сковородкой Европы. Севилья считается сковородкой Испании, то есть самый жаркий город. А точнее, сковородка считается в ее провинции, есть такой городок Эсика с большим количеством башен. Очень симпатичный, но туристы про него почему-то не знают. Так вот, когда они туда приезжают, они могут гулять только рано, утром, может быть, часок-два максимум, и вечером, поздно вечером. То есть остальную часть времени сидят в отеле около бассейна. Моря там нет. Вообще у всех этих трех городов моря там нет. Там очень-очень жарко. Вообще не советую туда приезжать летом. Я там вообще ни разу не была летом, и нога моя туда не ступит. Лучше зимой, осенью, либо весной. Допустим, в ноябре мы ездили в Севилью, в середине ноября, и там было днем температура 23 градуса. Вообще очень комфортно, даже казалось жарковато, то есть мы оделись теплее. Ночью, да, прохладно, но днем просто отлично. Даже наши друзья с Барселоны не ожидали, когда приехали в ноябре, что там так тепло. Потому что Барселона находится на севере Испании, и там намного холоднее в это время года. А Андалусия удивляет, и зимой тут можно ходить даже в шортах и в майках. Ну, только не ночью. Так вот, продолжим. Помимо этих городов еще также есть, например, Ронда. Очень красивый город на скале. В него тоже лучше не ездить, там тоже очень-очень жарко, под 40. То есть 40-45 – это нормальная температура для таких городов, которые находятся в центре Испании. Также к ним относится Мадрид. В Мадриде тоже не советую гулять. Либо, например, провинция Экстремадура. Там два красивых города – Мерида и Касарес. Расскажу про мой случай. В прошлом году, когда мы ездили на север Испании, мы заезжали в такой город Мерида. Он нереально красивый, наверное, мне кажется, самый лучше сохранившийся римский город в Испании. Такое ощущение, что реально это Рим. Там есть свой амфитеатр, там много различных статуй и античности. Мы туда приехали в 6 вечера, и на градусник показывал 40 градусов. Казалось бы, 40 градусов вроде бы еще не так жарко, но когда я вышла из машины, меня просто такое ощущение, что меня поместили в печку. Потому что если в Севиле хотя бы большая часть улиц, ну если не старый город, то хотя бы есть широкие улицы, то там заходишь, там везде узкие улочки. То есть получается тебе от асфальта, тебе жар и от со всех стен домов. То есть ты просто реально как цыпленок в печке. Я сразу искала быстрее магазин, чтобы мне там остудиться, пока мы ждали, что нам откроют отель наш. Поэтому поделитесь своим опытом, кто-нибудь вообще приезжал именно летом в такие жаркие месяца, в такие города. Просто большинство туристов, конечно же, предпочитают море. И это вообще отличный вариант, потому что тут все-таки менее жарко. Та же Малага или вообще все побережье. То есть в Малаге у нас обычно в среднем до 35 градусов. Вот сейчас 30-32. Да, ощущается намного жарче, потому что большая влажность по сравнению с теми городами. Там сухая жара, а в Малаге она влажная. То есть, например, на этой неделе было 73 градуса процента влажности. Это очень-очень много. То есть ты тоже себя чувствуешь как в сауне. Только такой влажный, не в такой горячий, но влажный. И вообще, этот июль Испании, он очень нереально просто жаркий. Многие, кто живут тут давно, говорят, что такого лета не видели. То есть вообще во всей Испании жара, даже на севере, в Галисии, даже там пожары. И хотела еще сказать про такую особенность, которая именно касается Андалусии в первую очередь и Малаги. Есть такой ветер с Африки, у него даже есть свое название – терраль. В этом году его еще не было, но нам пока и без него жарко. Он такой горячий ветер, то, что тебе и днем жарко, и ночи тоже очень жаркие. Вообще, то есть такая духота просто стоит, никакой свежести нету. Обычно это происходит где-то в конце июля, начале августа. Бывает там какие-то несколько дней, бывает неделя. То есть это не такой долгий период, но просто можете случайно попасть. Ну а так вообще в этом году просто как-то нереально жарко. Но в этом что большой плюс. Обычно что я говорю, что в Малаге очень-очень холодное море. Ну, особенно те, кто теплолюбивые. То есть для меня там 23 градуса это очень нормально, а для многих очень холодно. То сейчас вода для меня просто идеальная. Вот уже 2 недели стоит порядка 24 градусов, даже 25, смотря какой пляж там местами.
Для меня это просто идеально. Знаю, что некоторые любят вообще еще погорячее, там где-то, может, 28, тогда вам нужно в другое место. В Малаге такая вода очень-очень редко бывает. Год-два назад, да, я видела, даже доходил до 28, но для меня это уже как парное молоко, потому что я не могу даже освежиться. На улице жара, ты заходишь в воду, даже там не можешь освежиться. Поэтому сейчас просто классно. Можете по всему побережью ездить, везде очень хорошо, тепло и много туристов. То, что, чем славится Европа, то, что у многих отпуска в июле и августе, особенно август. Это вообще практически общеевропейский месяц отпусков. По крайней мере, для Италии и Испании это характерно. Многие там закрывают свои кафе, фабрики и уходят на месяц в отпуск. Представляете, на месяц. Ну, как минимум, на 2 недели точно все уходят, если они могут прервать. То есть, может, если на месяц не могут прервать, но на 2 недели точно все уходят. Поэтому цены взлетают в это время. И, конечно же, огромное количество туристов. Сейчас просто вообще, если ты рано не придешь, ты не займешь ни место на парковке. Рано, это я имею в виду до 9 утра. Это даже не 10, не 11, это до 9 утра. Не займешь место на парковке, не займешь место на пляже нормально, то есть будешь уже далеко, потому что туристов очень-очень много. Ну, не только туристов, вообще все испанцы в это время отдыхают и приезжают на пляж. Еще вам хочу рассказать про одно очень андалузское слово. Скорее всего, мне кажется, его используют, наверное, и во всей Испании, но к нам это больше имеет отношение, потому что мы живем на побережье. Есть такое слово «домингерос». Доминго – это воскресенье, и домингерос – это те люди, которые приезжают на пляж в воскресенье. Конечно же, это и бывает и жители этих городов побережья, но большинство приезжают с каких-нибудь там пуэбло, мелких городков с разных частей, и образуются нереальные пробки. То есть это утром, а особенно вечером. Если вы собираетесь там в 6-7 вечера, всей толпой едут обратно по домам, и на всех трассах просто пробки. Как-то я видела, когда мы возвращались, наоборот, в Малагу, а люди с Малаги ехали. С другой стороны трассы пробка тянулась там на несколько километров. То есть они просто еле-еле ехали. Поэтому мы в воскресенье стараемся на пляжах не бывать. Это вообще день неблагополучный. Лучше вообще всего среди недели. То есть если есть возможность, либо уезжать на такие пляжи, которые менее населенные. Но на самом деле сейчас таких я даже не знаю, где они. Просто туристов в этом году нереальное количество. Даже говорят прогноз, что, возможно, этот год переплюнет 2019, который был очень-очень удачный на туризм, считался как бы таким пиком перед пандемией. И сейчас как будто все вернулось, все приезжают, отдыхают, наслаждаются испанским солнцем, теплом, морем и морепродуктами, конечно же. Тогда перейдем, что же едят испанцы и вообще туристы, когда сюда приезжают, что типичное нужно попробовать, особенно в Малаге. Это, конечно же, нужно попробовать бакеронес. Это такая рыбка жареная, она небольшая, и жители Малаги, кстати, называют именно бакеронами, потому что это самая типичная рыба именно для провинции Малага. И вторая рыбка, которую обязательно нужно попробовать, для меня она еще больше всего нравится, это сардины. Сардины, их нужно есть только в месяцах, в которых нет буквы «Р». Почему так? То есть это с мая по август, потому что в этот момент они самые жирные и вкусные. И если в некоторых местах вы их найдете, да, может быть, и в сентябре, и осенью, там, или, может быть, ранней весной, и иногда даже где-то я находила, может быть, и зимой, но это будет совсем не то. И самые вкусные сардины, они, конечно, есть на многом на побережье, там на всем там в Малаге, но самые вкусные находятся в районе Эль-Пало. Это рыбацкий старый поселок, в котором просто пальчики оближешь, и можно даже взять с собой на вынос. Но также хочется напомнить про предосторожности. Пожалуйста, не кидайте никогда окурки, обязательно их тушите, не кидайте спички, потому что Андалусия, вообще вся Испания очень пожароопасная. В последнее время произошло огромное количество пожаров, даже на севере был в Галисии огромный пожар. Сейчас происходит он на Тенерифе, там горит лес рядом с Тейде, вулканом знаменит. В Малаге совсем недавно, неделю назад, тоже был пожар совсем рядом. Горел лес между поселками Михас, Элаурин-Аль-Гранде и Лаурин-де-ля-Торре. И этот пожар был виден прямо с Малаги, то есть с пляжа Эль-Пало, там со станции железнодорожной. То есть это очень-очень опасно, часть людей выселили. Пожар почти доходил до домов, и неизвестно, как это произошло, тушили, но, по крайней мере, на следующий день уже потушили, и был только дым. Конечно же, саму жару мы не можем контролировать, но мы можем контролировать свои действия, поэтому очень-очень осторожно с огнем. Поэтому в Испании, начиная примерно с апреля и вообще на все пожароопасное время, запрещены устраивать барбекю, шашлыки, даже в подготовленных местах. В лесах уж тем более, в лесах вообще это все запрещено всегда. То есть вообще тут можно разводить огонь только в специальных местах и в определенное время, обычно зимнее или там поздней осенью и ранней весной. За этим очень следят и большие штрафы. Поэтому если как вы привыкли, как у нас, поставил палатку, развел костерчик, шашлык, нет, так нельзя.
И палатки, кстати, тоже нельзя вообще ставить где попало. В принципе, вообще на пляжах нельзя ночевать. Палатки там тоже ставить нельзя. Знаю, некоторые люди нарушают. Ну, если какая-нибудь бухточка, может быть, дикая, там не бывает полиции, там не особо людей, там еще может вам повезти, все хорошо пройдет. Но так вообще это нежелательно делать. И также это касается, если, допустим, вы возьмете дом на колеса в аренду, либо он у вас есть, например, и будете кататься там по побережью, останавливаться, отдыхать, то, конечно же, вы должны останавливаться только на парковках специальных для этих домов. Они специально обозначены. Также я уже как-то рассказывала о приложениях на телефон, которые необходимо знать для тех, кто как турист или кто тут живет в Испании. Называется Park for Night. И там вы найдете все парковки именно для таких машин. Если обычную легковку можете ставить где угодно, то дом на колесах нет. Еще чем отличается лето в Испании, так это большим количеством насекомых. У нас вот уже второе лето в доме все время заводятся муравьи. Это очень неприятно. И почему-то они заводятся именно в ванной комнате. Там вообще нет еды, кроме волос, ничего. Волосы им не нужны, не знаю, что они там находят. В конце концов, мы нашли их тонкую дырочку, ямку, через которую они вылазят. И, в принципе, средство от Меркадона нам помогло. Хорошо, что это было не на кухне. Также ночью или там поздно вечером вы можете встретить очень неприятных насекомых на улице. Я постоянно их встречаю. Это громаднейшие тараканы. Не знаю, во всей Испании они или не во всей находятся. Я знаю, что на побережье есть. И у нас в том числе. К счастью, дома нам не залетают. Кому-то может залететь, но у нас ни разу такого не было. Они же еще летающие, и панцирь у них просто непробиваемый. Просто вот так тапком не убить. Есть даже специальные спреи, то есть там можно в Меркадоне, да в любом другом магазине, там вы увидите, там написано либо кукарача, это таракан, либо там против муравьев средства, ормигас, контра-ормигас. И покупайте и боритесь с этими делами. Потому что, конечно, очень неприятно иметь дело. Еще хочу добавить, чему нужно опасаться летом в Испании, это медуз. Вот, например, в провинции Гранада. Но это мы нашли маленькие, потому что сейчас вода теплая, и это еще не опасные. Вода с щупальцами, они вот такие темно-сиренево-коричневые, они жалят. Если вас ужалила медуза, обращайтесь к спасателю. И чаще всего помогает именно уксус на рану, потому что жжет очень сильно, может шрам оставить. А также сейчас, что летом классного происходит, это огромное количество фестивалей, музыкальных и театральных. Например, в прошлом году мы ездили на театральном фестивале в Мериде, попали на классический спектакль прям в римском амфитеатре, которому тысячи лет. А также сейчас по всем городам Испании проходят музыкальные фестивали, особенно по побережью. Например, в Малаге, точнее в провинции Малага, известный фестиваль это Фуэнхироле, Мариностром, там просто место-пушка. Он находится, они сцену устанавливают прямо рядом с замком, напротив моря, вообще в 2 шагах. И сами места, они под наклоном, то есть видно со всех мест хорошо. То есть есть стоящие места, есть сидячие, там выступает очень много известных певцов, и испанских, и зарубежных. В этом году, например, приезжал Марк Энтони и остальные. Также, например, на океанском побережье тоже есть очень крупный фестиваль. Вот мы были недавно совсем на Атлантике, и рядом с городом Чиклана де ла Фронтера проходит фестиваль. Вот сейчас все лето, июль, август, и там приезжают такие звезды, как и Black Eyed Peas, Texas, Брайан Адамс, и много также известных испанских певцов, таких как Пабло Альборан и остальные. То есть на любой выбор. И это можете посмотреть вообще по любым городам, во многих много раз. То есть в самой Малаге тоже проходят обычно такие небольшие. Вот был фестиваль Бриса в начале июля, там несколько дней. Их просто огромное количество, мне кажется, на любой выбор можно найти. И также помимо вот таких фестивалей, то есть которые есть сборные солянки, например, вот еще в Торремолиносе вообще буквально тоже неделю назад прошел фестиваль Латино, и там выступали реггетон-группы. Приехал сам Дади Янки, который сказал, что о завершении своей карьеры, также была известная, которая Нати Наташа, с известной песней «Син Пихама», если вы знаете такую, это был хит, мне кажется, вот 3 года назад вообще тут везде звучал он у всех, из всех колонок. А вы были на каких-то музыкальных фестивалях или концертах в Испании? Тоже напишите, кто вам нравится, мне будет очень интересно, поделитесь своим мнением. Также, кто не знает, у меня еще есть телеграм-канал, также называется Натали ин Малага. Все ссылки я оставляю в описании видео, также в описании канала все это есть, где я сейчас каждую неделю рассказываю об испанских певцах, что я не могу сделать подробно на YouTube-канале. А там вы сможете посмотреть, какие тут типичные испанские певцы, какие у них известные песни. Также рассказываю именно о местных звездах, местных, которые, хоть я говорю и местные, то есть, например, Пабло Альборан, он малагиец,
но он известен и далеко за пределами Испании, то есть звезды разные. И расскажу именно то, что испанцы слушают, а не то, что вы там по радио за рубежом. То есть многих певцов вы, наверное, не знаете. Некоторых обязательно нужно знать, когда вы тут живете. Это уже как классика. То есть, как, например, мы знаем того же, не знаю, Киркорову, Пугачеву, Кобзона и так далее. То есть тут хотя бы одну песню, там, которую они повторяются вообще на всех дискотеках, фериях, то есть чтобы вы были в курсе. Если хотите реально погрузиться в испанскую жизнь, ощутить испанскую культуру, проникнуться ей, и если хотите познакомиться с испанцами, стать с ними ближе, общаться, я думаю, знать музыку обязательно, особенно в Андалусии, потому что это, мне кажется, один из самых певучих регионов, это он просто даже по размеру, один из самых громадных в Испании, и плюс здесь, не знаю, мне кажется, просто большинство поет, даже те, кто не певцы, особенно у нас тут фламенко просто у всех в душе. И я это замечаю по моему мужу, по родственникам, по друзьям. То есть у нас даже вот под окном, вот сейчас летом особенно, там, естественно, мы окна открываем от жары. И у нас там какие-нибудь молодежь, бывает ночью, напевают там фламенко, хлопают. То есть это не какие-то певцы, они реально с детства этим занимаются. То есть просто тут такая атмосфера. И реально очень много певцов, известных именно в Испании, они родом из Андалусии. Есть, конечно же, не только из Андалусии, там Мадрид, Барселона, но из Андалусии очень-очень большой пласт. Я основных, которые мне нравятся и которых я знаю более-менее, то есть я все это рассказываю в Телеграме, не только про Андалусию, буду про всю Испанию. Основных певцов я вам расскажу. Также можете делиться там своим мнением, а вам какие нравятся, что бы вы хотели услышать. А если вы теряетесь и не знаете, какой пляж вам посетить, к примеру, в Андалусии, или какие-то города увидеть, может, необычные пуэбло, неизвестные для туристов. Также я веду еще второй канал на ютубе на английском языке, называется Наталья Эксплора, и там вы можете посмотреть прогулки по различным городам и пляжам. Там есть, вот я выставила совсем недавно Океанское побережье, очень много пляжей, также выставляю пляжи Малги, Торремолинуса, будут по всем городам, то есть буду гулять, выставлять, смотрите, кому интересно, и вы увидите реальную атмосферу в реальном времени. А вообще, приезжайте к нам в Андалусию, наслаждайтесь солнцем, морем. Жду вас в комментариях. И до встречи в следующем видео. Адьос, пока! ¿Cuánta gente ha venido a ver aquí?